Привет, друзья! Вы на канале Классная рыбалка с Алексом. Сегодня я с Герой выбрался на пруд на ловлю карася и карпа. В основном, конечно, у нас был прицел, сегодня был прицел половить карасика, то есть наловить карася на живца, на щуку в ближайшее время. Ну и заодно, в принципе, выставить жерлицы и ловить жерлицами карпа. Все это вы увидите на видео. Видео снимаю уже фактически постфактум. Почему? Приветствие это, друзья. Сегодня просто нереальные погодные условия. Просто такой жесткий штормовой ветер. Передавали вчера 5-6 метров в секунду. По факту утром прогноз погоды поменяли. Уже здесь, когда были на водоеме, я посмотрел. Прогноз погоды показывал 11-13 метров в секунду, друзья. И все это при этом с достаточно, не маленьким морозом. То есть, когда мы приехали, было минус 9 мороза. Представьте, минус 9 и 13 метров в секунду. В общем, мерзнет все. Поэтому изначально у меня тактика ловли была следующая. Я выставил 2 жерлицы, друзья, 2. Мерзли руки. Выставил 2 жерлицы, пошел греться в машину. Дальше уже жерлицы выставлял в прямом смысле слова из машины. Почему? Да потому что мотыль буквально в прямом смысле слова просто замерзал в пальцах. Вот такая история была. Часть мы выставили жерлиц вот здесь по береговому свалу. И часть жерлиц я поставил 2 штучки дальше. На большей глубине, так сказать. Как результат, береговой свал в процессе рыбалки показывал себя так себе. Все это вы увидите непосредственно на видосе, который вот сейчас и будет. Так что смотрите, будет интересно. Да, сработочка карта будет вот все. Сейчас посмотрим, что там есть, нет. Бросить, не бросить. Что-то хорошее, друзья. Не будем спешить, но что-то хорошее. Что-то такое вполне ничего себе. Гера, багор принесешь? Да, без багра делать особо нечего. Такое впечатление, что вообще 130-я лунная. Ну что-то такое, килушка точно. Сейчас. Да подожди, я его заведу. Чуть-чуть тянет. Ага, 3-я сработка. Ага. Друзья, вот так вот сегодня проходит рыбалка на жерлице на карпа. Чтобы вы понимали, он может быть вам сейчас видно, не видно, должно быть видно. Вон стоят 5 жерлиц, 6, которые я вижу, из 8. Вот жерлицу снаряжаю буквально в прямом смысле, друзья, в машине. При этом, чтобы вы понимали, печка включена, все, подогрев сиденья включен. Ветрюган на улице нереальный, то есть там 11 метров в секунду. Вчера показывало 5 метров в секунду, сегодня по факту 11 метров в секунду, друзья. И чтобы вы понимали, минус 5 показывает сейчас градусник машины. Но машина не движется, и последние 3 часа с интервалом раз в 15 минут включаю двигатель на прогрев. То есть реальная температура на улице, где-то минус 8. С сильнейшим ветром.
Поэтому такая специфическая рыбалка. То есть, если, ну, очень экстремально, скажу так. Но Гера вообще у него там... В общем, фанат рыбалки. Человек в машину не идет принципиально. Ловит на свежем воздухе. Ищет карася. Ну и тому подобное телодвижение. У меня банально замерзли руки. То есть только руки достал там из карманов, сразу все. Финиш. Мне финиш. Вот, друзья, гляньте. Вот так я насаживаю на сазана, на карпа. Это самое. На жерлицу. То есть, чтобы вы понимали, это там, ну, минимум там 20 мотылей, ну, при любых делах самый минимум. Меньшее количество даже, ну, смысла нет. Во-первых, карась его сразу же обсасывает. Во-вторых, ну, все-таки, ну, карп любит объемную наживку. То есть, ему там 5 мотылей, оно вообще ни о чем. Вот такую вязку, это минимум то, что надо насаживать. Слышишь, у меня аж 2 сработки сразу. Ух ты, ребят, хороший, друзья. Ответственный. 100% ответственный. Тут важно не спешить с этим делом. Такой хорошенький. Хороший, друзья. Хороший, тяжеленький. Тяжелый, хороший. Прямо как мантру повторяю. О, пошел. Ну, ребята, еще даже не видел его. Ходит. Это недалеко. Ага, совсем рядом. Сейчас. Вот и мордочка его. А вот, ребята, его морда. Отлично. Отлично. Друзья. Такой товарищ. Такой хороший. Вообще шикарный. Гляньте. Килограмма 1,5. Красавец. За самый краешек губы. Шикарный. Да, жерлицы сегодня рулят. Редко стреляют, но метко. Клюй. Услышал. О, слышишь, калиброванный. Красавец. Не зря 50 этих мотылей одел. Гер, выживут сильнейшие. Только самые сильные дойдут до жерлиц. Я не переживаю за них. Я знаю, что тебе точно хватит на 3 рыбалки уже. Была сработка, было мотало. Мотало и остановилось.
Так бывает. Скорее всего, бросил. Оп, ну, бросил, друзья. Бросил. А здесь или карасик, или не карасик. Сейчас посмотрим. Ух ты, и не самый маленький на вид. Какой красавец. Возьмем прямо как сумма. Так, у Киры сработка. Возьмешь, да? Аккуратно. Давай я возьму. Я уже что, он уже сошел. Да? Не, ну я видел там, да. Около полукила что-то такое. Короче, ты его отпустил. Ну, можно так сказать. А ты думал, я его держу и не могу зацепить? Ну. Не, он соскочил уже. Я думаю, что ты гребешься там. И штука убрал, сюда же. Две сработки, Герд, назад надо. Ну я на твои места тогда свои поставлю, хорошо? А? Я на твои места свои поставлю. Ребята, что-то есть. О, так ничего такой. Пойдет. Хорош. Пойдет. Просто рыбалка просто бомба, несмотря на такой мрачный ветер. Как-то удалось найти рыбу. Друзья, подошла к концу наша рыбалка. Короче, рыбалка была достаточно такая серьезная, в серьезных климатических условиях. Не удалось нормально поснимать там видео со всех ракурсов, там дрон брал и так далее. Ну, ветер такой был, что просто нереальный. Я реально просто первые 2 или 3 часа, 3, наверное, просидел в машине. Ветрюган был сильный, сейчас он не слабый, а то был вообще сильный. Но практика показала, что, друзья, карп избирательно клюет даже в мороз, даже при перепаде давления, то есть шло давление то на понижение, ну, короче, скакало туда-сюда. Сказать, хорошо клевал, ну, вы видели, хорошо не скажешь. Притом клевал весьма локально, то есть вот в этой точке все поклевки. То есть фактически вот раз, два, три, 4, 5 жерлиц работало из скольки, из 13, по-моему, наших жерлиц на карпа. Ну и посмотрим результаты всего этого удовольствия. Что мы тут имеем? Опа! 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 Результаты, друзья, опа, достаточно неплохие. Раз, два, 3, 4 карпика здесь. И результат. Карп не сильно крупный, от 800 грамм и до 1,5 килограмм. Ну, рыбалка понравилась, рыбалка была классная. Поэтому, друзья, кому понравилось видео, ставь класс, подписывайся на канал и до новых встреч на рыбалках, друзья. Пока.